Знаете, есть такие отношения. Он и она встретились. Фейерверки эмоций начинаются вспышки ярких эмоций, чувств. Понеслось, завертелось, потеряла голову, закружилась, а потом трах тебе, дох тебе, дах, и все. И все накрылось медным тазом. На душе, как кошки нагадили, в голове пусто, не хочется никого видеть, не хочется никого слышать, и кажется, что жизнь закончилась, и счастья больше нет. Почему так происходит? Почему отношения, которые такие яркие, такие вот прям на третьей фразе я почувствовала, что он моя родственная душа, у нас так все офигенно начиналось, так все завертелось, а потом пшик. Почему случается пшик? Давайте разбираться. С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Ссылка на мой сайт вот здесь в описании видео. Переходите на него, там есть масса полезных и ценных материалов для вас и вашего женского счастья. А мы с вами продолжаем разбираться в том, а почему же так получилось, что отношения вспыхнули, зажгли и вдруг опалили и сгорели мгновенно, как свечка. Что происходит? Смотрите, какая штука. Очень часто женщины надеются на то, что любовь, она возникнет сама по себе, она сама по себе разгорится, она сама по себе будет долгой и счастливой, а я вот буду просто вот кружите меня, кружите в этом, я буду купаться, наслаждаться, расцветать и ни хрена не делать с этим. Вот оно все случится само собой. И очень часто в комментариях такие женщины пишут: значит, не судьба. Или карма у меня плохая, или у меня венец безбрачия, или еще какую-нибудь лабудень придумывают. Мои дорогие, это все фигня. Для того, чтобы отношения сложились, их надо складывать. Для того, чтобы что-то выросло, его надо садить, за ним надо ухаживать, холить или лелеять, чтобы оно росло. Что получается? Когда мы встречаемся, у нас вспыхивает яркая вспышка, чаще всего встречаются две травмы, такие, знаете, полетели искры. Для чего? Для того, чтобы либо мы для себя сделали вывод, а что с этим делать, как я могу это либо куда-то перевести, либо что я могу изменить в своей жизни, чтобы у меня не были сплошные вспышки и фейерверки, которые ничем не заканчиваются, или заканчиваются горой пепла. Но если у вас в жизни уже была не одна такая история, когда пепел оставался, и на душе было пусто, и вы каждый раз себя как птица Феникс собирали из ничего, мои дорогие, стоит задуматься, а что я делаю для того, чтобы отношения сложились? Потому что отношения – это про доверие, а его нужно сформировать. Отношения – это про близость, а ее тоже нужно достичь. Это, извините, не потрахались на первом свидании. Это немножко другое. Это я понимаю, чем живет этот человек. Он понимает, чем живу я. Я понимаю, что волнует его, а он понимает, что волнует меня. И мы готовы разделить, поддержать, умножить или еще что-нибудь. Это и про взаимный рост. Я не душу его или не вешаюсь на него, и он не душит меня и не вешается на него, на меня. Это тоже про это. И это еще про очень многое другое. Это и про то, каким мы видим наше будущее. Каждый свое. Каждый свое. Потому что мы видим наше, это 3-5 фраз, которые каждый подумает про свое и не угадает. Но когда вы точно знаете, каким видит будущее ваш мужчина и каким видите вы свое будущее вы, что вы можете сопоставить, это совершенно разные картинки. Это чего мы хотим и что для нас в жизни важно. Какие у нас ценности, на чем мы строим свою собственную жизнь. И если у него ценности другие, которые конфликтуют с вашими, простите, пожалуйста, но на 3-5 день у вас начнет разлетаться в разные стороны, потому что не склеилось, не срослось. И если вы не обращаете внимания на это, если вы не проясняете все вот это с первых дней, минут знакомства, то тогда у вас будут яркие вспышки и пепелища. Но если вы начинаете обращать на это внимание, то ваши отношения будут развиваться. Потому что мужчина, он не открывается сразу. Если он открывается сразу, то, скорее всего, вам показывают фальшивый фасад. Вам показывают замануху, на которую вас хотят подловить. Потому что движет им, и важно для него в жизни, совершенно другое, о чем он не признается. Но если вы на это не обращаете внимания, а тем более, если вы верите только словам,
а мужчине слова ничего не значат, у него значат только действия, то вы упускаете самые важные маячки, которые подсказывают вам, а вообще туда мне стоит влазить. Меня там опалит, как крылышки мотыльку свечка, и я пойду снова собирать себя из хлама. Или я здесь могу быть счастливой. И когда вы постепенно входите в отношения, когда вы постепенно раскрываетесь мужчине, мужчина раскрывается вам, у вас эти самые отношения и формируются, развиваются, растут. И у вас появляется и вот то доверие, и та открытость, и та близость, и то понимание, что мы из себя вместе можем что-то представлять, что нас объединяет. И тогда ваши отношения будут счастливыми. А если вам, конечно, хочется развлечься, тогда яркие вспышки к вашим услугам. Но тогда не жалуйтесь на пепелище, просто знайте об этом. И я все-таки от всей души желаю вам счастливых и долгих отношений. Я желаю вам холить и лелеять то, что может расти, приумножаться, раскрывать вас и вашего мужчину. Будьте счастливы, будьте любимы и будьте бережны к своим отношениям. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока.